Вы рисовали эскиз долго, я сейчас говорю про веки, и когда начали работать, его полностью исказили. Как натянуть кожу так, чтобы этого не произошло, я вам сейчас покажу. Потому что это очень частая проблема, когда мастера нарисуют красивый эскиз, а потом в процессе работы они его просто-напросто теряют. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, я создатель сети школ, сети студий, я знаю все про процедуру перманентного макияжа. И также мы, кстати, создатели первой в России открытой лаборатории по пигментам. Можете прийти к нам на экскурсию, записаться и посмотреть, как это работает. Я кладу руку прямо на лоб. Вот здесь у нас идет круговая мышца глаза, и глаз вообще такая трепетная штука, все время дрожащая, мешающая работать, и клиенту страшно, и поэтому мы должны фиксировать максимально хорошо, чтобы не было возможности глаз приоткрыть, и в то же время, чтобы эскиз не был искажен. Потому что, например, я могу зафиксировать вот таким образом и попытаться начать закрашивать и исказить его в процессе, потому что я натянула куда-то не туда. Или я видела, когда мастера ставят просто вот так вот пальцы и начинают работать, глаз дрожит. А вы должны зафиксировать таким образом, чтобы кожа была натянута, потому что, кстати, когда она не натянута, очень плохо ложится краска, потому что здесь достаточно дряблая кожа сама по себе. Кожа должна быть хорошо натянута. Я кладу руку на лоб и вот этим пальцем обычно вот таким образом на кость прям кладу и натягиваю равномерно всей поверхностью, оттягиваю в сторону от себя. И вот этот палец я кладу большой плашмя и как бы распрямляю, распределяю. Можно еще иногда вот сюда оттянуть указательным пальцем, если это нужно. В некоторых случаях просто веки бывают большие, разные степени дряблости. Есть еще второй вариант, когда вы вот просто кладете и указательный палец, и он вот так тянет в сторону и одновременно вверх. И большой палец натягивает уже на себя, причем всей поверхностью. Обратите внимание, сейчас попросим нашу модель открыть глаза. Открой глаза. То есть вот она очень сильно пытается шевелить. Никто, конечно, во время процедуры такого делать не будет, но любое дрожание это предотвратит. Еще раз ставлю всю ладонь на лоб, указательный палец вот сюда вот на кость и равномерно в сторону и вверх оттягиваю. И большим пальцем вот всей поверхностью мягко ставлю на веко. И, получается, натягиваю в другую сторону. Если вы работаете вот где-то вот в этой зоне, как бы в тени, чтобы тень нарисовать или что-то такое размашистое, то вам поверхность нужна вот такая максимально ровная. Кстати, простите, чтобы зрачок ушел к носу. Уведи. Да, здесь потому что такой бугорок из-за зрачка получается, это не очень удобно в работе. А вообще, вот это вот как бы пальцы, когда как пяльцы работают, вы можете ставить на любом кусочке, потому что бывает стрелочка очень маленькая, а бывает она такая прям размашистая. И если мне нужно вот на маленьком кусочке поработать, я прям сразу вот так плашмя вот этот палец и вот этот ставлю и потом растягиваю. И у меня получается абсолютно ровная поверхность, и я могу ее немножко двигать, чтобы мне стало видно. И получается второй рукой я немножко оттягиваю кожу в противоположную сторону, вот на нижнем, на скуле. Потому что иногда бывает, когда лицо толстое, вот такая прям складка, мешающая работать. Вы ставите палец, оттягиваете, и вот у вас получается не искаженный полностью с острым кончиком эскиз, который очень хорошо видно, и вы его можете прокрашивать аккуратно, аккуратно, прям вот как, ну это уже тема другого урока. Все ресницы видно, и потом каждый сантиметр я примерно так же ставлю. Важно, кстати, поставить указательный палец чуть-чуть в стороне от кончика, потому что иногда ставят вот так, и уже кончик не видно у стрелки, и можно его потерять или куда-то не в ту сторону увести. Поэтому где-то в 2 миллиметрах на кость ставите, указательный палец уводите, утаскиваете в сторону, натягиваете на себя, прорабатываете вот эту зону. То есть смотрите, как хорошо видно. Ничто вообще мне не меняет, не мешает. Здесь такая ровная плоская поверхность. Потом мне нужно уйти вот сюда дальше. Я немножко поворачиваю лицо. Это важно. Я постоянно ворочаю лицо. Ставлю вот на эту зону, я уже могу ставить, потому что я закрепила эскиз. Ставлю также пальцы. И начинаю работать вот здесь. Смотрите, я прорисовываю внешнюю часть стрелочки. Это важный момент. Она важнее, чем внутренняя часть, потому что эта линия, она создает как бы контур рисунка. А внутри вы просто уже закрашиваете до последней ресницы. Поэтому самое важное закрепить вот эту внешнюю часть. И вот таким образом вы прорисовываете каждый сантиметр
переставляя пальцы, и они лежат у вас плашмя. Это важно, потому что некоторые мастера ставят вот так кончики пальцев. И это, во-первых, некомфортно, часто ногти втыкаются в веко, это неприятно клиенту. И вы нехорошо зафиксируете, то есть веко, во-первых, искажено, и не будет вот этого ровного натяжения. Плашмя я ставлю на каждый сантиметр. Прошу увести зрачок, чтобы он мне не мешал, смотря где я работаю. Если я вот сейчас передвигаюсь к носу, то он уходит во внешнюю сторону. И здесь тоже я фиксирую внешнюю линию, повреждаю немножко межресничку. То есть это мы сейчас с вами как бы имитируем процесс, когда я сняла анестезию и фиксирую эскиз. Передвигаюсь дальше, вот сюда, здесь также повреждаю. Потом, смотрите, когда вот уголок, это сложная зона, обязательно, когда вы сюда подходите, промокните. Здесь часто может быть слеза. Промокните, прежде чем начать работать, иначе краской здесь создастся черная лужа. Я должна работать вот сейчас вот здесь в уголке. Я ставлю палец также плашмя, отодвигаю от себя максимально. Посмотрите, как далеко можно утащить как бы веко и сколько открывается пространство для работы. Итак, я отодвигаю максимально и потом чуть-чуть подвыворачиваю, потому что здесь у нас уже не поверху идет рисунок, здесь он у нас ныряет в межресничку. И получается, когда еще ближе к носу, опять я плашмя ставлю, утаскиваю веко во внешнюю сторону и большим пальцем подвыворачиваю вот эту вот часть, чтобы прокрасить уже в тонкую ниточку, потому что очень некрасиво, когда идет вот эта вот черная стрелка по верху. И это некрасиво, она должна нырять в межресничку в районе последних ресниц у глаза. Как мы прокрашиваем внутреннюю часть? То же самое, смотрите, стрелочку мы уже зафиксировали. Я имею в виду сейчас межресничку. Стрелочку мы зафиксировали, я могу на нее спокойно ставить палец. Теперь я использую не указательный, а средний палец. Я ставлю, оттягиваю, и вот этими двумя пальцами я подвыворачиваю межресничку. Смотрите, как хорошо ее все видно. И вот эта зона, вот получается, от внутренней первой реснички до внешней последней реснички должна быть плотно прокрашена. То есть вот уголок глаза я поставила, плашмя палец, оттянула, этим пальцем немножко на себя, большим и указательным, вот так немножечко надавила. Нету какого-то большого дискомфорта. Я не давлю на глаз, я скорее максимальное усилие прикладываю, оттягивая от себя. А вот эти два пальца, они только как бы подвыворачивают вот эту межресничку, чтобы ее было хорошо видно. И вот этот палец немножко на себя тянет, чтобы кожа все-таки была в две стороны натянута. И вот у меня открывается зона. Получается, мизинцем рабочей руки я ставлю его на скулу, оттягиваю в сторону тоже, чтобы вот здесь вот у меня освободилась зона, потому что часто веко мешает и нижние ресницы, и вот это нижнее веко, оно все как бы вот таким вот бугром лежит и мешает. Поэтому все это мы аккуратно оттягиваем и вот таким образом прокрашиваю вот эту всю зону. Потом я эту же конструкцию переставляю чуть ближе, потому что эту зону я проработала, оттягиваю от себя, опять подвыворачиваю. Глаз зафиксирован, открыть его не получится у клиента. И до самой последней ресницы мне все абсолютно очень хорошо видно. Это дальний от меня глаз. Когда я начинаю работать на ближнем глазу, я поворачиваю голову от себя на ухо практически, потому что здесь мне нужно проработать вот эту стрелочку во внешней части. Здесь немножко другая постановка. Я здесь тяну на себя, наоборот, большим пальцем. То есть также плашмя я ставлю практически вот здесь вот на кость, и поворачиваете голову, потому что клиент не чувствует, как ему надо лежать, и вы прям все время контролируете, чтобы вы работали в данном моменте на плоском участке кожи, чтобы вы не работали, например, вот таким образом, когда вам не видно, и вы можете под углом в кожу войти и совершить ошибку. Поэтому всегда ворочаем лицо, чтобы плоский параллельный полу участок кожи был. И здесь я, получается, ставлю палец, натягиваю на себя, и указательный палец плашмя также ставлю и натягиваю от себя. И вот у меня абсолютно не искаженная стрелочка с натянутой кожей, и где будет очень удобно работать. И я вот такими мелкими штрихами фиксирую, дохожу до конца, и потом уже вот сюда поднимаюсь. Чуть-чуть поворачиваю лицо, прорабатываю другой участок. Постановка рук такая же. Здесь я использую два пальца. Опять немножко поворачиваю лицо, натягиваю на себя и самое важное, чтобы плашмя стоял указательный палец. Здесь я уже могу поставить даже на рисунок, я его зафиксировала, натягиваю на себя
от себя плашмя, вот как бы наискосок на глаз ложится, получается, палец. И вот здесь вот прорабатываю. Старайтесь не натягивать кожу вот таким образом, когда вы почти все веко натянули. Старайтесь натягивать маленькие кусочки, чтобы буквально у вас тут меньше сантиметра зона была, в которой вы будете копаться иголкой. Потому что все-таки чем лучше натянута кожа, тем лучше ложится пигмент. Потому что вот так вот натянуть кожу, она вроде натянулась, но недостаточно хорошо. И вот таким образом я опять поворачиваю голову, натягиваю на себя, плашмя вот этот палец ставлю, натягиваю, плашмя от себя, и вот у меня здесь видно. Можно немножко вот так еще поворачивать большой палец, я его ставлю, здесь уже мне стрелка не интересует, я его ставлю плашмя на себя, от себя и подвыворачиваю. Тоже вот отлично видно всю зону. От прям каяла, не знаю, что это за поверхность, где у нас слизистая, короче, вот прям от края внутреннего до края внешнего, все отлично видно. Поворачиваю, натягиваю на себя сильно, потому что здесь уголок, и часто сложно туда добраться, потому что не умеют кожу натянуть люди. Натягиваю на себя сильно, и вот таким образом тоже указательным пальцем подвыворачиваю межресничку, и все, мне видно все до самого кончика вот этой вот стрелочки. Таким образом мы натягиваем кожу, чтобы не потерять, чтобы не исказить, чтобы хорошо прокрашено было во всю толщину и стрелка, и межресничка. Вот таким образом вы можете ставить пальцы, чтобы, не можете, а должны ставить пальцы, чтобы не испортить эскиз, чтобы зафиксировать его правильно, чтобы не заглубиться, работать вертикально, не под углом. Поэтому не забывайте ворочать голову, не забывайте хорошо натягивать кожу, потому что основное количество в чатах я вижу вопросов. Пигмент совсем не ложится, а он ложится на веках действительно плохо, когда кожа плохо натянута. Поэтому вот так каждые 5 мм натяжение кожи, контроль. Если остались вопросы, пишите в описании к этому видео. Постараюсь снять что-нибудь еще поподробнее.